Нет, это дело я не отдам. Там хищение на 20 миллионов. Это дело поднадзорно мне. Посмотрим. Когда же это не успели, суки? Если до 9 утра не найдем почтальона, а посылки узнает генеральный, тогда сам понимаешь. Фото настоящее? Более чем. Ну что там? Чисто. Отпечатков нет. Дерьмо. Ну что, отдаем дело? Дело? Если только дело. В лучшем случае сошлют в районную прокуратуру. В худшем отставка. Плюс жена. Есть один спец. Работает своеобразно, но эффективно. И стоить это будет очень дорого. Дороже, чем вы думаете. Звони. Да. А вы на часы смотрели? Сколько? Вы с ума сошли? Звоните мне ночью, чтобы предложить поработать за копейки? Удваивайте, и я еду. И 50% вперед, независимо от результата. Да. И все, кто что-либо трогал, мне нужны. Сбрасывайте адрес. Угу. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы заказчик? Да. Аванс, пожалуйста. Я вам заплачу в конце, у меня с собой нет такой суммы. Мой аванс лежит в левом кармане вашего пиджака. И спасибо, что крупными купюрами. Но давайте. Ну что, приступим к делу. Топаз. Порошок Топаз 89-го года выпуска. Используется для снятия отпечатков пальцев. Хранился без соблюдения технологий.
Расслабьтесь. У него с головой все в порядке? Павел Иванович, наберитесь терпения. Кто спит на этой кровати? Кроме вас. Моя жена. А в чем, собственно? Больше никто? Нет. Это ее вещи? Да. А в чем, собственно? Ты что, охренел? Ты что себе позволяешь? Женщина 35 лет, крашеная блондинка, которая курит сигарет со вкусом яблока, носит вот этот бюстгальтер, спит на этой кровати и приходится вам женой. Вчера вечером положила на стол конверт вот с этими фотографиями. Ира? Зачем ей это? На данный вопрос я вам не отвечу. Супружеские измены не мой профиль. В любом случае, я вам искренне сочувствую. И, кстати, давайте рассчитаемся, пока вы не начали, раздел имущества. Федя? Ну все подписали. Так это ж твое ведомство. Реши вопрос. Нет времени на церемонии. А кого это волнует? Найди способ его убедить. На следующей неделе начинаем снос. Первый готов. Ты чай будешь? Нет, спасибо. Как дела в школе? Нормально. Нормально? Нормально. А что? Да нет, ничего. Я вчера делала уборку там у тебя. И кое-что нашла. Алекс! Алекс! Алекс, ты никуда не уйдешь, пока не сдашь мне анализы. Ты совсем больная. Где пакет? Алекс, у тебя ломка. Тебе нужно срочно лечиться. Сам ты не справишься. Я нашла клинику, она очень хорошая, я узнавала. Где пакет? Я эту гадость спустила в унитаз. Что ты сделала? Ты хоть понимаешь, что это не мое? Не твое? Значит, анализы немедленно, я сказала. Это тебе лечиться надо. Алекс! Алекс! Доброе утро, товарищ генерал. Ждите, у меня же выходной. Так точно понял. Скоро буду.
Привет, пап. Привет. Ну там, извини и все такое. Как в школе? Нормально. Поиграешь? Нет. У меня проблема. Какая? Я разбил свой ноут. Если мать узнает, сам понимаешь. Мне нужно 600 бачей. 600 чего? Ну, долларов. Я куплю тебе ноутбук, но сначала мне нужно поговорить с мамой. При чем тут мама? Я просто куплю такой же, поменяю. И делов. Нет, Алекс, денег я тебе не дам. Ноутбук куплю, но только после разговора с мамой. А ты сам решить не можешь? Для тебя же это копейки. Ты же вон весь зал выкупаешь, чтобы просто пошпилить. Дело не в деньгах. Спасибо, папа. Я всегда знал, что ты поможешь в любой ситуации. Алекс! Алекс! Ну что у вас тут нового? Обыкновенное убийство, ничего особенного. Не то, что супружеская измена в доме прокурора. Но я-то всю ночь работал, а кто-то всю Так, ночь. тихо, тихо, тихо. Хорошо, один. Перейдем к делу. Убитый Гутник Борис Эдуардович, 65-го года рождения, председатель правления Россукрбанка. Время смерти 10:09. Определили, откуда стреляли? Да. Убийца мужчина, около 40 лет, не курит, хотя работает на табачной фабрике, выпускающей дешевые сигареты. Дешевые? Да, узбекский табак, обработан глицерином. В сигаретах подороже используют импортный табак, его обрабатывают так называемыми соусами, спиртовыми ароматизированными растворами. Редкая, кстати, дрянь. Что еще? Есть еще четкий запах парафина. Странно. Не пойму, откуда он. Парафина? Да, парафина. Это все? Все, мне пора ехать. Кстати, у твоей новой знакомой вчера была овуляция, так что ты вполне можешь стать отцом. 2-1. Эй, стукачок! Ты чё, глухой? Отвали! Привет. Интересно, на свои расследования ты тоже всегда опаздываешь? Ты об этом хотела поговорить? Нет, не об этом. Наш сын наркоман. Его нужно срочно лечить. Ты, как обычно, все преувеличиваешь. Я его видел сегодня, он не наркоман. Да. А я вчера нашла у него пакет с наркотиками. Это ты, как обычно, все недооцениваешь. Какой пакет? Вот такой. Его нужно класть в клинику и немедленно. Я поговорю с ним. Сначала нужно разобраться. В чем тут надо разобраться? В чем тут еще надо разобраться?
Я нашла клинику. Тебе нужно будет просто все оплатить. Сначала я поговорю с Алексом. Тут что-то не так. Вся твоя жизнь что-то не так. Скажи, почему я все время жалею, когда обращаюсь к тебе? Давай обсудим. Я не жалею только об одном, что 15 лет назад я приняла правильное решение. И сейчас я тоже все решу сама. Какой ты все-таки... М14. Теперь понятно, при чем здесь парафин. Что, простите? Нет, ничего. Алло. Мы извлекли пулю из тела Гутника, убитого сегодня утром. Надо же. Это американская винтовка М14. Снята с производства в 1964 году. Оставшиеся стволы сплавляли в страны третьего мира в качестве гуманитарной помощи. И что? А то, что это старая винтовка. Теперь понятно, откуда запах парафина? В смысле? В таких винтовках раздутый патронник. Поэтому парафином смазывают патрон, чтобы его не заклинило. Так, насчет фабрик. Узбекский табак используют только на 2 фабриках. Это Ульяновская и в Бобрино. Скажи, убийца мог приехать издалека? Нет, запах табака очень свежий. ясно, значит, в Бобрино. Но это не решает вопрос, на фабрике более 3000 человек. У тебя все? Я спешу. Привет, Татьяне Оксане. Значит, я прав? Да, войдите. Здравствуйте. Здравствуйте. Ваши любимые. Спасибо, конечно, но со вчерашнего дня я пытаюсь сесть на диету. Выпили кофе с точно такими же конфетами ровно полчаса назад. Спасибо. Присаживайтесь. Что ж, посмотрим. Повыше. Лучше. Намного лучше. Вы быстро восстанавливаетесь. Это радует. Еще бы. Ингаляция настойки на основе шианаки индийской. И я разгадал вашу тайну. Вы что-то потеряли? Да, хотя я точно помню, что положила их именно вот сюда. Кого их? 2 упаковки с алпростадином. Вы используете такие дорогие препараты для лечения носа? Нет, это для моего отца. Он сейчас в хирургии, ему очень нужен этот препарат. Когда вы их положили? Сегодня утром. Женщина 40-45 лет не курит, имеет дело с лекарствами. Кто-то из ваших. Вы кто? Эта женщина около часа назад зашла в ваш кабинет и украла 2 упаковки алпростадина. И не только их. И, судя по всему, вы делаете это не первый раз.
Никогда бы не подумала, что Наталья Андреевна способна на такое. Вы слишком доверчивы. Да, и многие этим пользуются. И я их понимаю. Что? Ничего. Пора делать ингаляцию. Ну как же так, Федор Степанович? Ну я же уже вывез уже все оборудование. Вы же видите, я подготовил здание к сносу. Все отменяется. Ну как? Документы уничтожьте. Как же? Деньги вернете в течение 2 дней. Федор Степанович. Крайний срок 2 дня. Так. Все. Федор Степанович. Телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Да. Мерлюзов Федор Степанович, 1965 года рождения. Заместитель префекта Южного округа. Кто обнаружил труп? Директор завода. Его допросили? Нет, скорая увезла в кардиореанимацию. Интересно, что делал в этом цеху заместитель префекта? Диасция. Что ты сказал? Есть 2 новых запаха. Какие? Воска и диасция. Диасция? Что это? Кустарник, который цветет весь сезон. Маленькие такие цветочки. Что еще? Это все. Маленькие цветочки. Кому он их собирался дарить? Интересно, у убийцы есть жена? Жены нет. Подруги, кстати, тоже. Вот видишь, каким агрессивным делает мужчину отсутствие регулярной половой жизни. 2-2. Короче так, пацан. Расклад такой. Тебя попросили товар у себя подержать? Попросили. Где товар? Твои бока? Твои. Короче так. Через 2 дня, в это же время, принесешь мне 4 косаря. И никаких сказочек про маму я больше слушать не хочу. А не принесешь, я тебя на счетчик поставлю. Усек?
Усек. Вот и хорошо. Светочка? Здравствуйте. Здравствуйте. У меня к вам серьезное дело. Какое? Хотел предложить вам начать день с чашки горячего ароматного итальянского кофе. Я не пью кофе из автоматов, простите. У меня много работы, полагаю, у вас тоже. Товарищ подполковник, есть информация по Мерлюзову. Шикарно. Что? Шикарно, что у тебя есть информация по Мерлюзову. Кофе будешь? Хороший кофе итальянский. Бери. Спасибо. Пошли. Мы изучили служебную документацию, изъятую из его кабинета. Мерлюзов, как зампрефекта, курировал землеотведение и выделение земельных участков, в том числе и по застройку. Да, есть такая профессия землю выделять. Завод металлоконструкции, на котором сегодня убили Мерлюзова, был доведен до банкротства и подготовлен к сносу. А кому должны были отдать землю, которая принадлежала заводу? Некая ЧП «Софокл». Учредитель Росукрбанк. Да. Председатель правления, убитый вчера Гутник. Это уже интересно. Дочь Мерлюзова вызвали? Она уже здесь. Кто мог желать смерти вашего отца, как вы думаете? Я даже представить не могу. Папа всегда... У него были враги? Я не знаю. Папа очень добрый человек. Отзывчивый. Был. Скажите, в каких отношениях находился ваш отец и Гутник Эдуард Борисович? Они дружили еще со школы. Все праздники проводили вместе. Ездили на рыбалку, в сауну, на охоту. Всегда втроем. Втроем? У вас сегодня праздник? Нет, у нас так всегда. Интересный домик. Минобороны строит? Не могу знать. Прямо на территории части. И кто же это им разрешение дал, а? Не могу знать. Весь плац как на ладони. Это ваш штаб? Не могу знать. В смысле? То есть да, штаб. Коньячку? Нет, спасибо большое, я на работе. Ну, а мы на службе. Нам можно. Ну, за защитников Отечества. Признаюсь, ваш звонок меня удивил. Чем обязан? Вчера утром из снайперской винтовки был убит Гутник Борис Эдуардович, 65-го года рождения. А вечером того же дня аналогичным способом был убит Мерлюзов Федор Степанович, того же 65-го года рождения. И Федя тоже. Вам знакомы эти люди? Земля ему пухом. Выходит, что знакомы. Конечно, знакомы. Мы учились вместе. Иногда встречались. Иногда? А как же бани по субботам, охота? Вы что? Меня подозреваете? Я целый день в части. У меня алиби. Свидетели. Нет, я думаю, вы не убийца.
А следующая жертва? А еще я думаю, что вы что-то знаете. Вы напрасно теряете время. Я ничего такого не знаю. Прошу извинить. Мне нужно в министерство. Дежурный по части вас проводит. Обязательно позвоните мне, когда вас будут убивать. Обязательно. Виктор Алексеевич, обязательно. Чтобы духуева здесь больше не было, вы нюхуи тут всякие. Понял, товарищ генерал. Да. Части меня нет. Понял, товарищ генерал. Черт. Черт. Вот список, товарищ подполковник. Спасибо. Ну что? Убийца тот же, новых запахов нет. Смотри, как надо зарабатывать на крутые тачки. Тряпку выбросил убийца. Запахов много. Мне нужно в лабораторию. Возможно, в одном из мешков есть гильзы. Да, какие новости? Кое-какие. На тряпке присутствует запах ненасыщенной полиэфирной смолы на основе ортофталевой кислоты в стироле. Знаешь, что это такое? Конечно, знаю. Что это? Полиэфирная смола, в которой добавляют крошку, любую, мраморную, гранитную. Таким образом получают искусственный камень. Замечательно. И что? Да, собственно, ничего. Если бы запах был только один. Ты начинаешь культивировать во мне комплекс неполноценности.
На тряпке, выброшенной убийцей, кроме полиэфирной смолы, я обнаружил запахи двух почв. Дерново-подзолистый и суглинистый. И что? Дерново-подзолистый – это поверхностная почва, а суглинок находится гораздо глубже. Когда две почвы смешиваются, как ты думаешь? Когда копают яму? Яму глубиной примерно в 2 метра. В суглинке присутствовала органика. Добавь сюда искусственный гранит. Свежая могила. Других версий у меня нет. Значит, нужно ехать в Обрино на кладбище. Что у вас? Кстати, гильзы мы так и не нашли. Ну, значит, я ошибся. Алекс? Ты мне звонил? Звонил, заходи. Я просто должен был их передать. А она взяла и выбросила. Допустим. Я не знаю, что мне делать. Пообещай мне, что больше никогда в жизни не будешь курить, пробовать, переносить, хранить, передавать и вообще прикасаться к наркотикам. Обещаю. И что? Я звоню Виктору. Папа, ты не понимаешь, что это за люди. Не надо никого впутывать. Лучше просто отдать им деньги и все. Забыть об этом. Ты сейчас напуган. Пожалуйста, поверь мне. Хорошо. Завтра вечером мы поедем и отдадим твой долг. Может, я сам? Нет, Алекс. Мы поедем вместе. Ну, хорошо. Вместе так вместе. Чаю налить еще? Нет, спасибо. Тогда собирайся, я отвезу тебя домой. Как мама? Нормально. Бесится. Алекс. Ой, ну ладно. Типа тебе не все равно? Садись в машину. Мне завтра рано вставать. Вот здесь у нас свежие могилки. Места не хватает. Люди мрут, как мухи. Ни одного мраморного памятника. Так на свежих могилках памятников никто не ставит. Но пока закажут, пока сделают. Аграк опять же. Сварщик-то у нас один. А в других местах свежих могил нет? Так кладбище-то у нас одно. Кроме подзахоронений. А были ли подзахоронения за последние... Неделю. За последнюю неделю? За последнюю неделю? Так были. Были. Так показать? Производство здесь у нас вредное. Понастроили всякого, дышать нечем. Вот и мрут люди. Да, это вот здесь, во. На прошлой неделе мать к дочери подхоронили. Отмучилась, царство небесное. Диасци? Нет, инсульт. Ее парализовало после смерти дочери. Ну а муж сколько не выхаживал, все без толку. Синицына Ольга. Синицына Таисия. А вот и воск.
Ничего себе. Так что вы говорите, там была за история? 2 года назад девочку на охоте застрелили. Ну, а у матери на следующий день инсульт. А кто убил? А кто же его знает? Шишки какие-то. У нас тут недалеко лесничество, так вот, всякие там охотятся. А что еще? Ну, а что еще? Дочь умерла, потом мать. Ну, вот и вся история. Больше ничего не знаю. А адресок этого Синицына вы нам не подскажете? А чё ж нет, не подсказать. Подскажу. В общежитии он живет, от табачной фабрики. Может, дождемся группы захвата? Не бойся, я и есть группа захвата. Кого? Что? Стоять! Сними с предохранителя. Я же не умею стрелять. Твою мать. Что здесь происходит? Все нормально. Закройтесь.
что же это такое? Давай, иди, твоя очередь. У меня до сих пор ощущение, что я убил человека. Ну, во-первых, чтобы убить человека, нужно научиться снимать с предохранителя. Это во-первых. А во-вторых, никогда нельзя опускать пистолет. Да, ты оказался прав. Синитин действительно работал на табачной фабрике главным технологом. А до этого служил в Афгане снайпером в десантно-штурмовой бригаде. Почему он тогда сразу не обратился в полицию? Обратился, историю быстро замяли. Даже дело не возбудили. А после смерти жены Синицын совсем крышей съехал. Поэтому и стал мстить сам. А генерал еще та сволочь. Теперь дает показания по делу о строительстве. По убийству девочки, дочки Синицына. Такие дела. Да, совсем забыл. Насчет теста на беременность. Он оказался отрицательный. Так что 3-2. Ну, что на этот раз? Что? Ты где сейчас? Хорошо, жди меня, я сейчас приеду. Что случилось? Алекса задержала полиция. Его подозревают в убийстве.